Полноразмерные наушники, разумеется, беспроводные, с гибридным активным шумоподавлением до 48 дБ, режимом прозрачности, технологией панорамного звука, стильным и минималистичным дизайном, качественными материалами, удобным приложением с предустановками звучания, поддержкой кодека LHDC на 24 бита 96 кГц со скоростью передачи 900 кбит в секунду, приятным звучанием и шикарным временем автономной работы до 80 часов. Обо всем этом я, разумеется, прочел в рекламе к наушникам под названием Baseus Bowie H1 Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в стандартной упаковке для Baseus, выглядит все привлекательно. На ней расположили краткие характеристики, изображение и, разумеется, название модели. Упаковка хорошая, все упаковано надежно, но сразу отмечу, что никакого мешочка или чехла для транспортировки в комплекте нет. Комплект поставки скромный, так как мы имеем сами наушники, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и краткое руководство. Вес наушников 265 граммов, а габариты амбушюр по внешним частям стандартные, подойдут большинству пользователей. Так что уши измеряем и прикидываем, удобно вам будет или нет. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого еще iPhone 15 на Новый год попытаюсь разыграть, все зависит от вас. Условия по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Во время распродаж там супер весело. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме или чуть-чуть позже. Перейдем к наушникам. Поставляется эта модель в белой или черной расцветке. Дизайн наушников лично мне нравится, но вот квадратные чашки однозначно на любителя. Основная часть наушников выполнена из хорошего матового пластика, крепление чашек к оголовью металлическое, но не на 100%, а с добавлением пластика. Дуга в оголовье металлическая, остальные части пластиковые. Качество материалов, учитывая стоимость, отличное, как в целом и сборка. Оголовье довольно мягкое, я за 2 часа прослушивания музыки дискомфорта сильного не ощутил. Сила зажима умеренная, с головы просто так наушники не слетают. Регулировка размера происходит за счет 8-ступенчатой системы, чашки складываются, за что однозначный плюс, но минус за то, что чашки топорные в плане регулировки наклона, под особенности строения головы, что означает, что данную модель, в отличие от других полноразмерных наушников, нужно обязательно примерять. Далее, амбушюры качественные с эффектом памяти, но снять их с чашек у меня лично не получилось. Ко всему, на улице в -3 амбушюры становятся просто каменными. Посадка данной модели хорошая, амбушюры не давят и пассивная шумоизоляция средняя. Также на самих наушниках можно заметить надпись Baseus, маркировку Left и Right во внутренних частях чашек, LED-индикаторы, разъем Type-C для зарядки, микрофоны, на правой чашке механическую качель регулировки громкости, механическая кнопка включения-выключения, а на левой чашке есть кнопка ANC. Из команд на борту play-паузы, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, переключение между режимами шумоподавления и звуковыми эффектами. На нажатие наушники откликаются моментально, что хорошо, команды сопровождаются системными звуками. Разъем мини-джек отсутствует, к нашему сожалению. Было бы хорошо, если бы он был, правда? Оснащены наушники 40-мм драйверами полночастотными, а также 2 10-мм высокочастотными драйверами. Да, вот такие уже двухдрайверные получаются наушники. Имеется сертификация Harris Audio Wireless, активное гибридное шумоподавление до 48 дБ на борту, как режим прозрачности. С включенным ANC даже в тихой обстановке наушники издают посторонний шум. Также дела обстоят и с режимом прозрачности. Возможно, мне так не повезло с наушниками, но, скорее всего, это общая проблема. Да, ANC глушит посторонние звуки и в целом неплохо, но вау-эффекта точно нет. H1 Pro поддерживает технологию панорамного звука BISA с 3 предустановками, такие как обыкновенный, музыкальный и режим для просмотра фильмов. По ощущениям, это обыкновенные предустановки звучания. По моему мнению, лучше бы эту функцию не добавляли, а сделали бы упор на ANC с режимом прозрачности. Заряд наушников в шторке отображается, автоматически они подключаются к ранее подключенному устройству после включения. Мультипоинта я не обнаружил, как и датчиков автопаузы. Емкость аккумулятора наушников 400 мАч, полный цикл зарядки наушников занимает 1 час 40 минут. Производитель заявляет, что данная модель может отыграть до целых 80 часов с выключенным ANC. В моем случае они отыграли с кодеком LHDC на 65% громкости без применения эквалайзера и без включенного ANC около 40 часов. И несмотря на это, время автономной работы хорошее. О водонепроницаемости наушников информации я не обнаружил, так что не советую в них прогуливаться под дождем. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение Baseus. Да, они его уже запилили. Приложение, разумеется, доступно на русском языке, само приложение удобное. На главной странице с подключенными наушниками есть 3 основные вкладки. Это вкладка с наушниками, в которой можно переключать режимы шумоподавления, пользоваться 12 готовыми эквалайзерами или создать свой кастомный. Также можно выбрать звуковой эффект для
для функции панорамного звука и включить режим низкой задержки. Вторая вкладка — это карта для поиска наушников. И третья вкладка — это настройки наушников. В настройках есть возможность обновить прошивку, которая, к слову, мне еще не прилетала, что очень странно, потому что наушники уже давно вышли. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту AAC SBC, а также, как я уже говорил, кодек LHDC 24 бита 96 кГц со скоростью 900 кбит в секунду. Через две стены не отваливались наушники, фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна, а в играх задержка с включенным режимом низкой задержки приемлемая. И играть комфортно. Пример вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают, как по мне, хорошо, внешние шумы глушат и голос сильно не искажается. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников полноразмерных Bowie H1 Pro и насколько хорошо они могут отрабатывать, вы сейчас слышите. Что я хочу от себя в тысячный раз отметить, что при любом раскладе, какие бы ни были хорошие наушники, сколько бы они для вас ни стоили, или еще для кого-то, микрофоны у них будут всегда хуже, чем в любом смартфоне, дороже сотни долларов. Почему? Все очень просто. Когда вы говорите через смартфон, источник звука у вас рядом с приемником, вашим микрофоном. А когда вы будете разговаривать через эти наушники, источник будет чуть дальше. Звучание. Громкости достаточно, я прослушивал музыку на громкости не выше, чем на 65%. Звучание хорошее, учитывая стоимость данной модели, звучат они достойно. Но сказать, что они со своими двойными драйверами топовые в этой ценовой категории, я однозначно не могу. Если раскладывать звучание по деталям, то бас довольно глубокий, середина с приятной проработкой, но вот отдельный плюс за высокие частоты, так как они звучат выразительно и без лишнего акцента. Ко всему H1 Pro хорошо воспринимает ручную настройку через эквалайзер, за что отдельный плюс. Так что подкрутить звучание под свои предпочтения возможность есть. Я тестировал наушники в основном с кодеком LHDC, так как звук заметно качественнее по сравнению со звуком по остальным двум кодекам. Конечно, автономность меньше, но оно того стоит. Минусы: нет мультипоинта, нет датчиков автопаузы, нет мини-джека, нет возможности настроить команды. Ну и в принципе все, потому что цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Во время распродаж она прям неприлично низкая, и это хорошо. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Разумеется, все, кто подпишется на этот канал, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту, контент здесь разный. Наушники, ноутбуки, часы, телефоны. Притом как за 5000, так и за 100 000 рублей. Резюмирую, беспроводные наушники полноразмерные Bose Bowie H1 Pro — неплохой выбор для полноразмерных наушников. Они однозначно отлично выглядят и звучат качественно, учитывая их стоимость. От меня девайс сюда. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.